Спасибо, что пришли. Не ожидал, если честно, такого, но как есть. Меня зовут Павел, я основатель и технический директор Edwiz. Мы занимаемся разработкой систем для бизнеса, проще говоря, аутсорс. И вот уже 2 года мы разрабатываем приложения в сфере децентрализованных финансов, блокчейна, Web 3.0 опять же. В связи с этим я много общаюсь с клиентами, которые владельцы бизнесов, криптовалютных стартапов, в связи с чем у меня накопилось достаточно много идей, понимания, видения, как Web 3.0 будет развиваться в будущем. С этим я и пришел к вам поделиться, что такое этот ваш Web 3.0. И если есть Web 3.0, значит, наверное, был Web 2.0 и Web 1.0. Если мы рассматриваем развитие любой технологии, то ее можно рассмотреть в 2 аспектах. Это технический и принципиальный. То есть технический, там у нас все понятно. У нас в 1991 году появился HTTP, причем это сейчас. Мы говорим HTTP, подразумеваем HTML. Говорим HTML, подразумеваем HTTP. Изначально HTTP был создан как просто протокол для просмотра текстовой информации в интернет. То есть первые версии там были просто вот текст по какому-то URL. Естественно, если мы хотели в своем тексте сослаться на какую-то другую URL, то мы просто вставляли ссылку, пользователь ее перебивал. Но, к счастью, это продлилось недолго. Браузеры научились эти ссылки в тексте находить, чтобы можно было переходить по клику. В 1993 году у нас появился HTML. Кто-нибудь знает, кто его разработал? Его разработали в ЦЕРНе. Это там, где большой андроидный коллайдер. Так что, знаете, HTML — это ядерные технологии. Дальше у нас появился JavaScript в 1994 году, там же где-то CSS. И вот этот вот большой взрыв технологий. В итоге у нас сейчас есть вот этот вот весь зоопарк. Как правило, даже вот отдельно взятый разработчик, он не знает всех протоколов, которые у нас в современном вебе есть. Но это мы вот все говорили про технический аспект. И в техническом аспекте, в принципе, вот мы вроде бы знаем то, что у нас HTTP в 1991 году появился, а первые эксперименты были еще в 1989. А стандарт появился в 1996. И тоже вроде бы есть конкретные даты, а что считать за начало, непонятно. А в принципиальном аспекте у нас непонятно вообще. То есть у нас, когда появляется технология, мы ей начинаем пользоваться, потом во что-то она превращается, потом мы оборачиваемся назад, смотрим, что же это было, и тогда мы вот делим уже наш веб на какие-то вехи. Причем это совсем так. Допустим, модель ISO, которая у нас разделяет сеть на 7 уровней, она тоже по факту появилась уже после того, как у нас все протоколы, которые в нее входят, появились. То есть мы сначала, у нас есть технология, потом мы принципиально оглядываемся назад, смотрим, что это было, и делаем какие-то вот концептуальные выводы. Ну и, соответственно, Том Орейли, вы наверняка видели книжки его издательства, это издательство Орейли. Он в 2004 году посмотрел на всю историю веба с 1991 года и сказал: а вот смотрите, у нас раньше-то как было? Мы просто странички запрашивали, а теперь у нас веб весь такой интерактивный, мы сами в него контент поставляем. И вот это вот вроде как совсем другое, не то, что было в 90-х. И назвал это он Web 2.0 в 2004 году. Достаточно смешно, вот, допустим, как для меня, я и раньше сталкивался, и когда готовился сейчас, то, что вот разделяют, вот до 2004 года у нас был Web 1.0, а с 2004 стал Web 2.0. Как будто мы 31 декабря заснули, 1 января проснулись, а у нас счастье, коммунизм, и все сайты интерактивные сразу стали. Вот это неверно, поэтому, условно считается то, что с 1989 года по 2004 Web 1.0, а с 1996, когда у нас, то есть интерактивные сайты были и до 1996 года. В 1996 году появились такие мастодонты, как Google, Amazon, Yahoo.
ну и прочие сайты интерактивные, известные, крупные. То есть с 96 года по настоящее время считается Web 2.0. В чем отличительные особенности Web 3.0? Я помню, когда я поступал в университет, была статья, которую я прочитал, что по факту у нас интернетом пользуется от силы 20-30% населения планеты. И так оно тогда и было, это был 2007 год. А когда я в 2012 уже заканчивал университет, я начал замечать, что когда едешь в общественном транспорте, люди, ну как бы, 1-2 человека сидят, листают телефоны. Ну и понятно, сейчас, если человек не сидит, не залипает в общественном транспорте в телефон, он скорее, ну, белой вороной смотрится. Просто потому что мы глобально все мигрировали в интернет. Внезапно вот эта вот миграция, она выявила недостатки классического веба. Оказывается, человеческое внимание, оно распределено неравномерно. И 100 самых популярных веб-сайтов, как то Google, YouTube, Instagram и прочее, они съедают 99% всего внимания. И получается, что вот при таком раскладе люди, владеющие этими сайтами, они получают колоссальную власть над общественным мнением, причем такую, которая неконтролируема, потому что у нас интернет пока что глобальный, и получается, что даже вот правительство, которое имеет власть в какой-то, ну вот, своей стране условной, владельцы корпораций, они способны влиять на весь мир. И это вот длится в последние, наверное, лет 10. С 2018 года началось то, что Цукерберг выступал в Конгрессе США, это он был первый. Ну и после него фактически владельцы всех крупнейших корпораций, генеральные директора, после этого уже выступили перед Конгрессом США, потому что эту тенденцию понимают все. И самое стрёмное в этой тенденции то, что любой может быть задеплатформен, и что самое обидное, задеплатформен просто вот даже не по указке какого-то живого человека, а просто вот по указке робота. Условно говоря, у любой корпорации есть такое правило, что их алгоритмы, они априори знают лучше, они могут вас задеплатформить, и вы потом ничего не докажете, вас, скорее всего, даже с живым человеком не дадут поговорить. Мы занимаемся разработкой на Upwork, и ну вот то, что коснулось лично меня, то, что в 2019 году Upwork поднял комиссию. Они изменили правила. Фактически проекты до $500 комиссия поднялась с 10 до 20%, от $500 до 10 тысяч осталось прежние 10%, а все, что выше 10 тысяч долларов, стало 5%. То есть вроде как чуть-чуть убрали. У нас как бы есть проекты, которые больше 10 тысяч долларов. Там очень много ребят, у которых проектов больше $500 вообще нет. И для большинства просто получилось так, что на ровном месте комиссия поднялась в 2 раза. И по большому факту, ну, она могла и до 50, и до 70% подняться. И сказать, чтобы, ну, мы можем с этим что-то сделать, повлиять, у нас либо остаться без работы вариант, либо согласиться с этими правилами. Что касается блокчейн, ну, понятно то, что если бы это все было зарегулировано смарт-контрактом, то они бы изменить комиссию не смогли. Ну или, по крайней мере, на какую-то перспективу мы бы знали то, что в будущем комиссия может измениться. Ну и, собственно, то, что мы говорим, вот эти вот все потребности именно к децентрализации, люди, существа свободные, тянутся к этому. Поэтому у нас вот все чаще в последнее время разговоров про Web 3.0, то есть про концепцию децентрализованного веба. Веб, я имею в виду, здесь это культура потребления контента в интернете. В принципе, вот отчитывают Web 3.0 с появления блокчейна, как, ну, первой централизованной платформы, которая может войти в концепцию Web 3.0. Но я считаю неправильно с 2009 отчитывать, потому что биткоин, он все-таки как блокчейн-технология гораздо менее интересен для меня, особенно как для техногика, потому что он мало что позволяет. А вот Ethereum, с ним прям интересно работать. Он, ну, по сути, позволяет полностью все, что мы можем сделать на блокчейне, он позволяет это реализовать внутри себя. Поэтому Web 3.0 мы условно будем считать с 2017 года. Но, как я говорил, это все больше относится к концептуальному уровню. То есть концептуальные мы выводы можем сделать уже после того, как оно случилось. Поэтому, когда сейчас говорят про Web 3.0 и с чем связана основная критика, по большому счету еще преждевременно об этом говорить. Потому что сначала у нас должно появиться какой-то вариант пользовательского опыта,
с Web 3.0, а потом мы уже можем сказать, возможно, он станет таким, как мы сейчас предполагаем. Возможно, мы еще какую-то метрику другую изобретем. Возможно, Web 3.0 у нас дополнит Web 2.0. Возможно, он будет существовать вообще отдельно. И сейчас вот, говорить вот такими категориями, то, что у нас вот зарождается Web 3.0, неправильно, просто потому что время еще не пришло. Другое крыло критики, это понятно, потому что у нас сейчас бренд Web 3.0 используется многими криптовалютными проектами, среди них откровенно много скама. Два крыла критиков, которые его не поддерживают. Но я к этому отношусь так, что машина времени пока не изобретена и тоже, возможно, принципиально невозможно. И межзвездный двигатель тоже пока не изобретен и, возможно, невозможен, но помечтать-то мы о нем можем. Ну и поэтому на основании моего опыта, каких-то своих идей, с другой стороны, на основании идеи моих клиентов, с которыми мы часто общаемся на эту тему, и у которых я их мысли честно позаимствовал, собственно, из чего он может состоять. Был Web 1.0, потом стал Web 2.0, сейчас переходит в Web 3.0. В Web 1.0 у нас был только по большому счету фронтенд, то есть не было бэкенда. Но это не совсем корректно называть фронтенд, это была скорее такая статика, просто потому что в отсутствии бэкенда слово фронтенд теряет смысл. И при переходе на Web 2.0 у нас эта статика разделилась на фронтенд и бэкенд. И логично было бы предположить, что при втором качественном переходе от Web 2.0 к Web 3.0 у нас еще раз произойдет разделение. Прикинув, какие задачи у нас покрывает Web 2.0, что он может делать, мы можем предположить, что у нас, скорее всего, это разделится на 5 основных направлений. Бэкэнд разделится на концепцию владения чем-нибудь, так называемого доказанного владения. Это у нас представлено блокчейном. Дальше облачные вычисления. У нас сейчас, получается, есть сервера, которые выполняют определенную вычислительную мощность. И, в общем-то, у нас есть сервисы облачных вычислений. И раньше это было не так популярно, но существовало. То есть, допустим, астрономы такими сервисами пользовались, когда мы распределяем какую-то работу вычислительную на много-много узлов сети. Ну а сейчас, понятно, с появлением майнинга это просто приобрело какие-то массовые промышленные характеры. Но по факту это все было еще и до майнинга. Серьезный недостаток этих облачных вычислений в том, что они децентрализованы. И когда мы говорим про Web 3.0 как концепцию, у нас все должно быть децентрализовано. Как пример привожу YouTube. То есть в YouTube у нас проводятся какие-то вычисления. Вы загружаете видео, он это видео конвертирует. Эта работа выполняется серверами. И если мы говорим про полностью децентрализованное приложение, вот как сейчас создаются многие стартапы, которые позиционируют себя как Web 3.0, на самом деле нет. Мы можем подсунуть свои сервера, которые будут эту конвертацию выполнять. Но по факту получается так, что сервера встали, и наше приложение упало. Децентрализации нет. Поэтому нам нужна какая-то вот такая децентрализованная система, которая бы нам позволяла вот эту вот работу отдать на каких-то поставщиков и потом заплатить им за это вознаграждение. Фронтенд у нас разделяется на storage, то есть нам нужно как-то передавать статические файлы. С Web 1.0 ничего не изменилось. Нам нужен какой-то P2P месседжинг, и нам нужен так называемый новый фронтенд. Это не совсем то, что необходимо для Web 3.0, но у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Какие технологии у нас уже есть из перечисленных? Понятно то, что это блокчейн. Все уже сделали свои NFT коллекции, все уже сделали свои коины. И вот сейчас как бы в сети появляются действительно интересные смарт-контракты, которые позволяют, проводить арбитраж, выступать какими-то доверительными сторонами в разных спорах. Второе, что у нас есть IPFS, Interplanetary File Systems. Разве он в проде? Ну нет, так и блокчейн не в проде, просто потому что Виталик Бутерин заявляет, сеть Ethereum, она готова на 40%. То, что блокчейн у нас условно есть, он и есть как идея. То есть транзакции какие-то ходят, но по факту они сейчас развиваются. У него буквально 2 месяца назад было выступление
Они там очень много всего готовят. Во-первых, это и Proof of Value, возможность удалять старую историю транзакций, потому что Ethereum блокчейн уже разросся там до каких-то неимоверных размеров. IPFS, да, он не в проде, он еще в бета-версии, но по факту уже работает. Он работает, кстати, децентрализованно на магнит-ссылках. Это тоже та же технология, что торрент, то есть P2P файлообменники. Вы загружаете туда файл, он вычисляет у него хэш, и дальше по этому хэшу файл доступен. Понятно, что если один и тот же файл загрузить, у него будет одинаковый хэш. Ну и P2P Messenger — это всевозможные GAN.js, WebRTC. Ну это опять же в рамках веба современного 2.0. По факту проблему P2P соединения в интернете решили уже давно. Какие технологии нам еще предстоит изобрести? Во-первых, это то, о чем я говорил, это децентрализованный пул. Нам нужна какая-то возможность, чтобы мы могли проводить сложные вычисления одном или нескольких компьютеров, скорее всего на нескольких, просто потому что нам, если есть один поставщик, нам его работу нужно доказать. То есть это должно быть 2 или 3 поставщика, которые бы проверяли друг друга и потом получали вознаграждение. Ну и я считаю, что это проще всего организовать на блокчейне. И новый фронтенд. Вот здесь... Да-да. Вы сказали, считаете, что легче всего, лучше всего на блокчейне? Вопрос из оставшихся вариантов, что есть? Что-то не на блокчейне. Я даже не знаю, но я много об этом не думал. У меня есть хорошая идея, как это реализовать на блокчейне, потому что на блокчейне уже можно реализовать вознаграждение. Там уже это реализовано. Но по большому счету, без блокчейна я так сразу не отвечу. То есть просто из всех вариантов блокчейн более-менее сырой, остальные сырые, что даже не идут рядом? Ну, я не знаю. Я просто, может, над другими не так сильно думал. У меня все как на блокчейне сейчас завязано. Второе — это новый фронтенд. Смотрите, вот напрямую он не относится к децентрализации и прочее, но есть давно несколько проблем в современном вебе. И был веб 1.0, стал веб 2.0, то есть интерактивные сайты, на серверах обрабатывается информация, у нас посетители сайтов превращаются в пользователей, начинают генерировать контент, и где-то в это же время появляется JavaScript. Все знают JavaScript. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя быть равнодушным к JavaScript. Это вообще просто уникальный случай. Подумайте, прототипно ориентированный язык в 95 году. Это был год, недавно появилась ООП, и как продолжение ООП люди подумали, а давайте нафиг нам классы, объекты, давайте у нас будут прототипы, один класс, один объект. Удобно? Удобно. Делаем? Делаем. Они это сделали. Потом Боб Марти в 2000 году в своих принципах Solid сказал что dependency inversion, да. Принцип, он как раз о том и говорит, что когда мы создаем класс, мы его вроде как создаем, чтобы не для одного объекта, то есть полностью противоречит. И JavaScript у нас получился один единственный язык, просто потому что эта концепция, она появилась, они успели реализовать на нем JavaScript, засунуть его в браузер. Через несколько лет поняли, что эта концепция не работает, а JavaScript с нами до сих пор. И никуда от него не денешься. По большому счету, в последних релизах ECMAScript они пытаются от этого уйти, добавить классы, хоть что-то сделать. Но это просто такое, как иногда бывает. Просто неудачное стечение обстоятельств. Парни просто экспериментировали и с одним, и с другим. А в итоге одно выстрелило, за собой другое потянуло. Новый фронтенд. JavaScript сам по себе, динамика на странице, она же не относится по большому счету к Web 2.0. Интерактивности она сайтам не добавляет. Тем не менее, у нас одно без другого никак. Какие-то улучшения появились. Есть две проблемы. Веб-технологии из 90-х, они чудовищно устарели. Идея такая, если мы заменяем уже весь веб полностью, почему бы нам эти допотопные технологии заодно не почистить и не заменить на что-то новое, хорошее, тем более, что альтернативы у нас уже есть. Первое, HTML. У нас есть PUBG и XAML. Я когда впервые увидел XAML, у меня возник вопрос, почему HTML не такой? Все очень просто, он разрабатывался в 90-х,
В 90-х был популярен XML, на основании XML сделали HTML, то есть если бы его сейчас делали, его бы, наверное, на JSON реализовали. Или был бы он похож вот как на XAML, то есть отступы табами, вот это вот все, красота. Для CSS это, понятно, SAS, для JavaScript TypeScript. И вот это бы хотелось бы видеть нативно. Но это не все проблемы. Проблема еще в 90-х была такая, то что ты, допустим, разрабатываешь какие-то часики на свой сайт, выкладываешь их, и эти часики через неделю появляются у всех. Почему? Потому что любой может зайти и их выдернуть. Потому что все в интернете распространяется, по большому счету, в формате исходного кода. И ничего ты с этим не сделаешь. По большому счету, хотелось бы. Вот этого еще нету, но я этой идеей, наверное, уже лет 6 прям горю. Вот придумал себе что-то в голове и жду, пока кто-нибудь это реализует. По большому счету, это вот байт-код. С точки зрения HTML, это была бы просто векторная графика, вроде как SVG. Ну, векторная графика, то есть на основе... Это что же векторная графика? Да. Нет, я имею в виду то, что чтобы был у нас, ну, передавался на браузер не HTML, а уже какой-то скомпилированный бандл, байт-код, чтобы у нас и JavaScript, и CSS, и все-все-все передавалось не в виде исходного кода, который выполняется на браузере, а в виде какого-то байт-кода, чтобы его было не так-то просто дезассемблировать. Ну и, собственно, на основании этого я решил сформулировать несколько своих идей для стартапов. Может быть, кому-то будет интересно, может быть, кто-то своими поделится. Ну, первое — это то, что я уже говорил, это векторный байт-код. Этого как бы сейчас нету, и, в принципе, это достаточно трудоемкий проект. Но если вот им вклиниться именно сейчас, то вполне себе есть возможность в перспективе лет 20-30 иметь достаточно успешный проект, стать отцом нового веба и вообще прийти к успеху. Вторая идея — это Web3 браузер. Есть такой браузер Brave, который позиционирует себя как Web3 браузер. Но по большому счету это просто Chrome с предустановленным MetaMask своим. У них есть свой блокчейн, свой MetaMask, и вот они на этом как бы делают Web3. И основная критика тут такая, что у нас вот есть проект, CryptoPlace называется. Мы его сделали как пет-проект, вдохновляясь Reddit Place. Каждый год Reddit проводит такую активность. Они выкатывают поле 1000 на 1000 пикселей. И каждый пользователь раз в 5 минут может один пиксель цвет ему поменять. Это вот событие, которое длится неделю, там целые такие всем сообществом картины рисуют, они постоянно меняются, потому что кто-то перекрашивает, устраивают там войны. Вот на основании этого мы решили сделать смарт-контракт, который бы получал картинку 16 на 16 пикселей. И где-то вот сначала можно просто вот эти вот, ну, получается, это плитка, тайлы такие. Можно сначала просто загружать, заполнять, чисто за цену газа, заполнять вот это вот поле, а потом, в дальнейшей перспективе, эти плитки можно покупать, потом их можно сдавать в аренду, продавать, проводить аукционы. Накидали кучу всяких активностей, но когда мы начали реализовывать этот проект, возникла проблема. Само вот это поле, оно отображается на нашем сайте. И по большому счету, без нашего сайта этот смарт-контракт бесполезен. И основная критика Web 3.0 сейчас, то что он слишком Web 2.0-like. Именно потому, что у нас нету нормального Web 3.0 браузера, у нас нету нормальных технологий децентрализованных, чтобы с блокчейном работать. И вся децентрализация, она вот именно из-за вот этой вот нестыковки, в общем-то, не имеет смысла. Потому что у нас появляется узкое место в видеобраузера. То есть, допустим, вот NFT-игры, все вот эти вот, они все работают на каком-то сайте. Нет сайта, все, нет игры. Я вот говорил то, что у нас есть передача каких-то ценностей. У нас вот, в принципе, даже функции HTTP, то есть получение по URL и доменные имена, может быть переведена в блокчейн. То есть у нас уже есть доменная зона .f, это так называемый Ethereum Name Service. И вы можете уже в блокчейне сейчас как бы зарегистрировать свой домен ETH
и назначить его либо на классический веб-сайт, добавив IP-адрес, либо вообще сделать бандл, выгрузить его в IPFS, и ваш сайт будет как бы децентрализованный. Знаете, как Бриф решает эту проблему? Он просто ведет в агрегатор IPFS, то есть, ну, по сути, на централизованный сервер в вебе, который вы можете через Chrome запросить, и все. То есть нету ни нативной поддержки IPFS, ни нормальной работы с блокчейном. Я представляю себе Web3 браузер такой, что там есть возможность выбрать между тем, что ты выкачиваешь блокчейн или пользуешься какими-то сервисами RTC, причем пользуешься несколькими, чтобы это можно было тоже децентрализовать. Ну, то есть у тебя есть выбор. Либо ты полностью децентрализован и полностью защищен, либо ты какую-то часть своей защиты, что подойдет для большинства пользователей, делегируешь на какие-то доверенные сервисы. Но их должно быть несколько. Что в Web3 браузере, то есть весь стейт будет... Мы сейчас мечтаем. Да-да. Весь стейт сохраняется в блокчейне, правильно? Я понимаю то, что основная, да, основная идея Web3 браузера это в том, что он не работает с централизованными технологиями. То есть вот я говорю, у нас уже есть блокчейн, есть IPFS, есть peer-to-peer месседжинг. Нам нужен еще вот по сути децентрализованный HTTP. И по-хорошему бы, чтобы он был вот с этим вот новым вебом. Потому что, ну, раз уж мы все меняем, то почему бы это тоже не поменять? Современный веб, вот протокол HTTP, он централизован. Если мы от него не уйдем, остальное не имеет смысла. Он просто будет за собой все тянуть. И сейчас очень многие, вот, допустим, если кто слышал, есть такой человек, Бобук, это бывший директор по развитию технологий в Яндексе, он там 15 лет проработал. Вот. Он говорит то, что, ну, у него та же критика, то, что Web3 сейчас слишком Web2-like. Должен быть выбор между децентрализацией и добавить какую-то долю приемлемой для себя централизации в таком браузере. То есть насчет IPFS это вообще, у вас же у всех в браузере есть кэш. И IPFS, в принципе, он тоже как такой кэш, то есть вы выкачиваете браузер, выкачиваете какие-то ассеты с вашего сайта, и вы дальше их, пока они у вас все равно в хэше хранятся, можете их на других пользователей, которые рядом с вами, раздавать. Это вообще можно сделать такой CDN пользовательский, то есть вы, допустим, выделяете этому браузеру то, что я для IPFS на своем диске выделяю там, ну, пару гигабайт. И он смотрит, то есть, ну, во-первых, вы пользуетесь сайтом каким-то часто, и в вашем регионе вокруг нету того, кто раздает этот сайт. Значит, этот сайт, эти ассеты он сохранит, а то, что там у вас есть у каждого, допустим, в подъезде, ну, какой-нибудь условный Google, он сохранять не будет, потому что в вашем окружении и так очень много раздает этот файл. Но у вас тогда другие проблемы станут. Инвалидация этого кэша. Как вы будете решать? Инвалидация кэша? Ну да, вот это все. Какие-то обновы, допустим, необходимо будет сделать. Обновы делаются не так. Обновы делаются, то есть смотрите, смысл IPFS, то что там у каждого файла есть адрес. Адрес этого файла кэш. Если вы изменяете файл, у вас меняется кэш. Это новый файл. Новый файл должен разрешаться через блокчейн. Вы обновили сайт, вылили новые ассеты, запостили инфу в блокчейн, то что у вас роуты поменялись. Идея такая. Ну и третье. Децентрализованный вычислительный пул можно легко реализовать на смарт-контракте. Смарт-контракт будет работать примерно по следующим принципам. Мы привязываем к текущей программе обработки блокчейна Ethereum, привязываем какой-нибудь компилятор кода. Есть такой язык Lua, может кто слышал. Он специально, ну, как бы разработан как встраиваемый язык. И вот мы на этом языке пишем программу, допустим, для конвертации видео, как владелец Web3 приложения. Мы пушим этот байт-код в смарт-контракт. Дальше пользователи, которым нужно сконвертировать видео, то есть, ну вот, допустим, мы загрузили видео в IPFS, дальше нам нужно его сконвертировать в плохое качество. Мы делаем задание, указываем то, что нужно выполнить вот этот вот код с вот этим вот IPFS файлом.
И дальше у нас, ну, как бы люди, которые продают свои мощности, начинают это задание выполнять. Как только оно выполнилось, они в первую очередь формируют новый файл, ставят туда хэш, вот, и отправляют в блокчейн. Как только у нас там наберется, допустим, 5 или 10 победителей, нужно сравнить, что у них правильный хэш. Дальше им нужно взять название своего узла и вместе с этим файлом тоже прогнать хэш-функцию. Для каждого она получится уникальной. Таким образом, мы докажем, что они не просто чей-то чужой результат подсмотрели, а сами его сделали. И когда у нас найдется 10 победителей, мы просто пропорционально между ними распределяем вознаграждение. Они проверяют всех рядом стоящих. Ну, то есть, если все подтверждают, получается все. Задание выполнено, файл выгружается в IPFS. Здесь мои соцсеточки, адреса моей компании. Вопросы? ЦЕФ это есть, да, подобие вычислительного пула? В смысле? Оно Red Hat ЦЕФ. А я не слышал. Red Hat CEF. Ну, спасибо, я посмотрю. Мне потому что интересно. Сейчас, понимаете, тоже, вот как я говорил, в 90-х годах, как только появился HTTP, у нас вот такой вот бум, вот этот вот зоопарк, оно пошло вот буквально одно за другим. Достаточно быстрое развитие. И сейчас тоже, ну вот, на технологии блокчейн, особенно то, что она стала популярна в последние годы, у нас вот этот вот бум, и каждый, ну, новые технологии появляются буквально каждый месяц. Я вот Web3 браузер каждый месяц мониторю, просто потому что мне хочется, чтобы он появился, но его никак не появляется. Придется, видимо, самому делать. У меня два вопроса. Да. И, ну, к истокам, наверное, вообще. Со второго начну. Вообще вся эта тема, это же технологии, и, ну, в том числе, получается, про прорывы, которых нету еще в браузер 3. И его как бы смотреть нужно, ну, тот, кто его ищет, он смотрит из ресерча, из университетов. То есть я про то, что это все из университетов, из каких-то правильных вещей. Я к тому, что человек, который этим интересуется, должен быть scientifically подкован, вообще математически подкован в этом плане. То есть должен иметь нормальную базу, нормальные университетские знания. Ну вот, так кажется. Получается, это единственный путь, или без этого можно? Без нормальной технической базы, без вообще интереса, заинтересованности в ресерче, без этого понимания, можно ли заниматься вообще вот, как бы, быть хедом такой технологической компании? Плюс-минус. Такой вопрос больше из области философии, то есть можно ли разбогатеть, если ты родился в бедной семье, условно говоря? То есть разбогатеть-то, конечно, можно, но понятно, что возможностей у тебя будет гораздо меньше. Так и с высшим образованием. То есть без высшего образования оно, конечно, можно, но с высшим образованием будет гораздо... То есть я когда про HTML рассказывал, я же говорил, HTML разрабатывался в ЦЕРНе. И вот люди, которые, в принципе, все вот эти вот технологии, они, как правило, достаточно, ну, такие вот образованные. А есть исключения. Ну, вот Кармак, то, что Wolfenstein 3D написал игру, Джон Кармак, один из моих кумиров. И вот с ним как бы работал тоже парень, студент, который в 17 лет написал Duke Nukem 3D. Понятно, что у него никакого образования высшее на тот момент не было. То есть, в принципе, бывают и самородки. Но высшее образование, безусловно, да, это очень важно, оно очень помогает. Именно из-за того, что вот за вот эти словом высшее образование стоят там... Конечно. Ну, то есть, это же вот ко мне приходят сейчас на собеседование очень много молодых разработчиков, и видно вот то, что у человека есть какой-то опыт, то есть он, условно говоря, такая код-манки, он может написать какой-то сайт, но каких-то фундаментальных знаний у него нету. Я таким, как правило, отказываю. Мне гораздо интереснее. Вот единственный случай у меня был, я человеку сразу же на собеседовании сделал предложение. Ну, у меня есть один каверзный вопрос на собеседовании, я его всем задаю. И вот он единственный, кто на него ответил.
Я сказал, ну, я вот обычно 2 недели беру туда-сюда. Я говорю, да кого я обманываю, выходите уже этот самый. Я вам готов сделать предложение. Тоже парень вот полностью горит, то есть само понимание очень важно. А бывает то, что человек приходит, он, ну, то есть видно, что он умеет верстать, умеет что-то это, но вот глубоко, именно вот на уровне чувства, чувствовать код, понимать, как он устроен, понимать, как это все, вот, ну, процесс, это на самом деле нужно этим жить. По большому счету я предпочитаю вот работать именно с теми, кто понимает глубоко программирование, кто этим живет. Мне с такими людьми гораздо интереснее работать. Первый вопрос. Я не думал задавать. Ну, вообще он был про то, что вы CEO и технический А? директор. Правильно? Ну, то есть вы основатель и технический директор. Да, фаундер и CTO. Да, вот важный момент, вы технический директор. А обычно основатель и просто директор. То есть они не технические. Отличный вопрос. Но просто тоже нужно понимать, я сделал компанию больше для себя, то есть для реализации каких-то своих идей. Я очень долго работал разработчиком, у меня суммарно 20 лет опыта в вебе. То есть я начинал, когда мне еще было там 13. Дослужился до системного архитектора, и в 2018 году я просто ушел из компании, чтобы реализовывать свои идеи. Ну и так как я делаю это для себя, мне можно по большому счету где-то простить какие-то неточности в управлении особенно. И у меня просто, ну, вот такое вот рвение к росту, к этому всему, поэтому я себе директоров на бизнес и на производство уже нанимал. Хотя команда по большому счету небольшая, без этого можно было бы пока и обойтись. А вообще, ну, где-то слышал такую шутку про стартапы. Когда вы приходите в стартап, главное придумать себе классное название должности. Если вы придете в стартап и назоветесь программистом, стартап разрастется, начнет зарабатывать миллионы, а вы так и останетесь программистом. А если вы назоветесь техническим директором, скорее всего, на начальных этапах вы также точно будете писать код, но когда стартап начнет расти, вы уже технический директор, вы эту должность заняли, и вам как бы доля полагается. Так что в нашем стартапе все директора уже заняты, я технический. Ну, вот вопрос вообще вот такой, вы основатель? Вот, Да. Сейчас, допустим, основатель, и, допустим, в тусовке на конференции с 5 другими основателями тоже технологических компаний, то, что вы технический, то есть в сути, а они нет, все так же, это как-то на типа невербальном уровне чувствуется, что они куда-то идут неправильно, что-то недопонимают. Нет. Ну, в смысле... То есть они CEO, они основатели, и как бы, но в плане технической составляющей где-то что-то они неправильно понимают или понимают, но не до конца. Нет, ну в смысле, я здесь как бы извиняюсь, возможно, я пришел к вам тоже, начал вот этими вот техническими терминами сыпать. Я просто сам бывший разработчик, сейчас я достаточно мало этим занимаюсь, и меня к этому тянет. Поэтому я, так как пришел в технопарк, я подготовил достаточно такой с техническим уклоном. Но я не робот, я умею общаться как нормальный человек, ничего человеческого. Про них такое чувствуете? А? Они чуть-чуть проседают в этом плане. И на их бизнес? Нет, ну в смысле я проседаю по бизнесу. Я вот когда начал свой бизнес, сейчас с высоты 4 лет я понимаю, сколько я ошибок допустил. Мы первые 3 года просто вот сидели втроем, не могли найти какие-то заказы более-менее. Когда я приобрел этот опыт, мы за последний год выросли до 15 человек. То есть, когда я приобрел этот опыт, когда я так вот, что такое бизнес. И вот после этого мы начали расти. То есть, ну, я в этом как-то больше шарю, у меня вот технический бэкграунд. Они в бизнесе больше шарят. То есть, каждый же человек в своем в чем-то. Я вообще считаю то, что уважение достоин любой профессионал, неважно, чем он занимается, то есть бизнесом, технический, кладет сантехнику, плитку в ванной. Рабочие профессии тоже очень важны, и в принципе мастер в любой профессии, он достоин уважения.
Не то, что все остальные недостойны, ну как бы все люди, некоторые учатся, этот самый, но в принципе нет, такого нету никогда. Потому что у всех есть свои как бы положительные, отрицательные стороны, все мы люди. Вопрос от Web3 про HTTP 3. Приходилось юзать на практике Quick? Какие отзывы? Quick это что? HTTP 3 протокол. Нет. Тут еще же на HTTP 2 плотно не перешли, вы уже HTTP 3. Ну, там UDP, over. Я, если честно, про HTTP 3, наверное, месяц назад наткнулся на статью. Я еще так плотно прям не смотрел. Хорошая штука. Хорошо, спасибо. От вас сегодня 2 рекомендации. Можно вопрос? Я вот человек вообще не из технической сферы, Ага. может быть, не понял. Что даст наличие Web3 браузера для Web3 в целом? Но Что это вот кардинально изменит? кардинально. Сейчас же, ну, Web3 как такового нету. То есть пока у нас есть, условно говоря, вот старый вот этот вот хвост из старых веб-технологий, мы к децентрализации не придем. И все вот эти вот приложения, по большому счету, сейчас они бессмысленны. То есть, понимаете, вот, ну, вы как человек далекий от темы, может быть, постоянно слышите про Web3, то, что у нас там Web3 проект. На самом деле у людей в 90% случаев, когда они такое заявляют, они просто эксплуатируют бренд Web3. По-хорошему сейчас вот таких вот, чтобы прям Web3 приложений нету. Получается так, что обывателю это не понять, но технические специалисты это прекрасно понимают, то что к децентрализации мы еще не пришли. И вот именно чтобы прийти к этой децентрализации, вот нам не хватает буквально несколько пазликов. Все? Спасибо, что пришли.